Всем привет! Меня зовут Лера, и вы на канале Rice. Это блюдо готовят, пожалуй, в каждой семье. Но знаете ли вы, в чем заключается главный секрет приготовления настоящего узбекского плова? Об этом мы расскажем сегодня в нашем выпуске. Итак, сегодня у нас в гостях друзья из Узбекистана. Сабир. Ассаламу алейкум. И Мунира. Ну и, конечно же, куда же без нашего многоуважаемого ведущего Юрия. Hello. Итак, Сабир, как я вижу, по ингредиентам мы сегодня будем готовить плов. Да. И сразу же у меня первый вопрос. В чем же заключается главный секрет вкуснейшего узбекского плова? Секрет вкуснейшего плова заключается, когда рис наливается водой, нужно быть очень внимательным. Угу. То есть нужно оставить рис на какое-то время в воде, чтобы он набух. Да, да. Угу. Вот берите на заметку, друзья, чтобы вы знали, в чем же секрет, собственно говоря. Мунира, Сабир, какие ингредиенты нам потребуются для плова? Нам потребуется для плова морковь, рис, лук, чеснок, мясо, говядина. Мы используем обычно. Зыран, кумин, ага. по-вашему называется, и горох, по-нашему нухат называется. Нухат. Ага, да. И перепелиные яйца, куриные яйца. Мы их тоже будем добавлять в плов? Нет, это только декорация, но это особый вкус дает. Ага. Удивительно. Мы никогда не добавляем в плов такое, а в Узбекистане, видите, их любят. Мунира, а вот мы сейчас готовим плов. Плов это повседневное узбекское блюдо или какое-то праздничное? Ну, мы его обычно готовим в неделю 2 раза. Да, Да. По четвергам и по воскресеньям. Почему именно по четвергам? Ну, не знаю, у нас такое принято. Я знаю, что в Испании тоже есть там паэлья, да? Что-то похожее на плов тоже говорят. Вот. И в зависимости от разных регионов, например, разный состав, разные ингредиенты. То есть везде паэлья разные. Да. А плов в Узбекистане везде одинаковый или тоже в разных Нет, регионах разный? Везде разные. Например, у нас морковь режется по-другому совсем. Могу показать, вот так режется у нас. Вот так, руками. В смысле, у вас это где? В Узбекистане или где-то? В Хорезме. В Хорезме. Да. А Сабир? Это в Самарканде у нас так режется. Тоже так? Нет. Нет, на доске режется в Самарканде. Понятно. Раз вот Юрий заговорил про повседневность, то у меня такой вопрос. А какая у вас обычная одежда? Вот есть ли какие-то традиции, может быть? Как вы одеваетесь? Да, у нас есть национальные одежды, но повседневные мы обычно, как вы одеваемся, смотрим на удобство одежды больше. А какие еще вот национальные варианты у вас есть? Национальные у нас есть для девочек шелк, атлас называется, адрас называется. Этот материал очень красивый. Ну, наверное, в школу, например, в университет в этом не ходят, наверное, по Нет. праздникам. Ну, в школу обычно, как здесь, обычная форма и фартук. Как со времен СССР было же. Это в советское время? Как? Да, в советское время так одевали. А русский язык в узбекских школах изучать? Да, изучают, очень любят. Серьезно? Да, В разговаривают. Узбекистане молодежь говорит по-русски, потому что раньше Узбекистан был частью СССР, а у нас сейчас многие образовательные учреждения, изучающие русский язык. Сабир, Мунира, я слышала, что у вас самые вкусные мерзачульские так называемые дыни в Узбекистане. И они очень ароматно пахнут за счет того, что у вас там сухие почвы и обильных дождей нет и очень много солнца.
Вот, и у меня к вам вопрос. А какой у вас вот любимый фрукт или ягода? Я люблю гранат. Гранат. Да. Мгм. А почему гранат? Не знаю точно почему, но я очень люблю гранат. Мгм. Вы его часто добавляете в свои блюда? Да, даже можно добавить плов тоже. Гранат в плов? Да, да, Да. да. А в Если... Узбекистане есть вот гранатовое вино, наверное, тоже, да? Да, есть. Делают, да? Да, есть. Мунира, а у тебя какой любимый фрукт? Я очень люблю яблоко и бананы. Мгм. Вот так вот, то есть у вас растет все. Да. Ну все, Юрий, не знаю, как вы, а я переезжаю, потому что я без фруктов жить не могу. Первое впечатление. Очень много, очень все красиво. И даже я не знаю, с чего начинать это есть. Это слишком вкусно выглядит. Ой, давайте приступим. Боже, не терпится, не терпится. Боже. Рис тает во рту. Вот я никогда не ела такого плова. Прям и мясо мягкое. Просто. Это правда, что правильно плов есть руками? Вот вы дома руками бы его ели? Или Да, ложкой? руками. Руками Едем. ели. И вы прям вот горской, что ли? Нет, нет. Нет, вот так. Да. Вот так. Ага. Мгм. Это женское. Это Хорезмск. Нет, так не держит это Ага. у нас. И все сидящие могли бы брать из одного тоже, да? Из одного Да, блюда. Мгм. То есть плов, по сути, выполняет объединительную функцию людей. Вот для чего готовят плов на самом-то деле. Друзья, у меня такой вопрос. Согласно социологическим данным, в Узбекистане проживают самые счастливые люди. Поэтому у меня вопрос следующий. Что лично вас делает счастливыми? Нас делает счастливым, когда мы сидим в своей семьей. В кругу семьи всегда. Да, да. Вот это самый счастливый момент. А часто вы вообще собираетесь? Вот? Ну, Да. И раз так важна семья, вы скучаете по своей семье здесь, в России? Да, очень скучаем. Просто каждый день с ними разговариваете, да? Позвоните. Да, по скайпу разговариваем. Ну, да, но мне кажется, это, конечно, я тоже читал исследование, что для того, чтобы человек наиболее всего себя чувствовал счастливым, ему необходима постоянная коммуникация с родными и близкими. Поэтому, наверное, так вот вам Да. и Да. радостно. Так что сейчас у нас такой званый, почти семейный ужин. Да. Вот. Ну что, друзья, очень рады были, что вы у нас сегодня в гостях. Спасибо вам огромное за это потрясающее блюдо. Вообще за компанию мы много сегодня нового узнали. Да. Вот. Поэтому ждите нас у себя в гостях в скором времени. Итак, друзья, надеемся, что наш сегодняшний выпуск был вам очень полезен. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и следите за нашими обновлениями. До свидания.